Всем привет, с вами Дэн, и у нас Cartier. Давайте смотреть, красная коробочка чуть ли не впервые на канале, потому что сегодня Cartier Santos, да еще и в редчайшей версии, эксклюзив, я могу сказать. Спасибо, кстати, патриарху с нашего часового форума, который дал эти часы для того, чтобы я про них вам рассказал и, конечно же, показал. Опа! И как вы видите, здесь версия арабская. И модель называется Cartier Santos Large, да, большая зеленая арабская версия, которая это эксклюзив для стран Ближнего Востока. И давайте пройдемся по комплекту. Значит, гарантийная карточка, здесь инструмент, да, и вот в комплекте вот такой яркий, сочный крокодиловый ремешок. Обязательно попробуем эти часы на таком ремне. Мне кажется, будет бомбический. Ну, а теперь, собственно, переходим к обзору. Ну и, кстати, патриарх, да, просил передать спасибо Сергею Морговскому, который помог эти часы ему приобрести в Эмиратах. Короче, референс здесь WSSA0055. Цена этих часов, насколько я проверил, да, где-то примерно 12-12,5 тысяч долларов. Ну, понятно, в России где-то чуть подороже будет, но их купить трудно. Вот в чем проблема. Значит, здесь 100 метров водозащиты, здесь сапфировое стекло, здесь сталь с таким черным, даже я бы сказал, серо-черным DLC покрытием, калибр 18-47. Ну, он здесь, к сожалению, глухая задняя крышка, так что я картиночку вставлю. Калибр мануфактурный, 42 часа запас хода, 23 камня, 28 800 полуколебаний в час. Дата у него есть и точность -3 плюс 7 секунд в сутки. Ну и Cartier Santos — это же вообще легендарная модель. Они появились еще в 1904 году, были разработаны для знаменитого летчика Альберто Сантоса Дюмона. И это были одни из первых наручных часов, которые вот специально разработаны для мужчин, да, именно для полета. А вот, кстати, Cartier Tank, да, появились уже аж в 1917 году. Так что можно сказать, что вот история наручных Cartier, она как раз таки в большей степени связана именно с Сантосом. Давайте посмотрим, что у нас по размеру корпуса вот в этой части. 38, да, но как видите, защитные наплывы на заводную головку, они гораздо больше, поэтому часы не выглядят на 38. 9,4 высота, какая приятная высота-то, а по ремешку 20. Так что можно ставить сторонние, но тут в базе каучук и еще прекрасный крокодил. Так что я думаю, здесь стороннее ничего и не нужно. 47,5 от ушка до ушка. И прям так и хочется сразу попробовать эти часы. Особенно мне нравится вот такой корпус, который немножко такой выпуклый, да, изогнутый. И стекло тоже, оно немножко увеличивается с края кверху. И поэтому эффект такой вот, как часы изогнутые, часы-браслет, он здесь прям явно отчетливо виден. И на запястье часы лежат просто классно, да. Прям как браслет некий, да, как литые, да, как прибор, как инструмент, потому что все-таки изначально это были пилотские часы, да. Многие скажут, какие же это пилотские часы? Вот такие в 1904 году. Да, слушайте, ну на запястье прекрасно. И я думаю, что как раз-таки в версии с каучуком они именно такие более строгие, более серьезные, сдержанные, что ли, если хотите. На зеленом крокодиле будет совсем другое впечатление. Мы как раз посмотрим, да, чуть позже ставлю. Но на каучуке мне нравится, на каучуке шикарно. И очень мягкий каучук. И нравятся вот эти заклепки такие, которые немножко тут авиационного стиля заклепки, да, передают. Ну так, условно я бы сказал. И хорошо сочетается с заклепками здесь на безеле. Ну да, классика. Ну, как видите, цвета здесь, да, арабские, зеленые, и что ремешок, что циферблат. Кстати, такой лучистый циферблат переливается очень красиво. И при определенном освещении получается так, что он меняет от изумрудного практически цвета, да, чуть ли не в такой черно-зеленый уже. Ну и понятно, что на циферблате у нас именно цифры арабские и дата тоже арабские. И здорово. Здорово, такая версия интересна, необычно, накладные здесь метки. Слушайте, ну выглядит классно, очень круто. Циферблат прям огонь. И, конечно, характерный для Santos корпус, да, вот такой, который вот такой мягкий идет, да, как прям хочется пальцем провести, как здесь все мягко сделано. При этом вот
Смотришь на эти часы, и у них такое звенящее, да, качество видно, особенно вот эта боковая часть с зеркальной полировки с одной, со второй стороны, добавляет немножко шика, а все остальное сдержано, то есть здесь все сатинированное, такое достаточно матовое, особенно вот эта накладка такая на безель. Но вот шик есть, шик прям чувствуется здесь. Вес на каучуке меньше, чем 86 грамм, так что для повседневной носки это шикарно. Здесь у нас кабюшон, да, на заводной головке, красивый, тоже зеленый. Ой, шикардос. Да, приятно смотреть на эти часы. Они как-то совсем по-другому воспринимаются. И вот что касается каучука, и что касается ранта, и что касается циферблата. Как будто бы другая модель, но при этом пропорции, да, обводы корпуса все те же самые. Ну, согласитесь, кажется, что это уже как будто бы даже не Santos. Очень интересно. В этой модели очень удобная, конечно, система смены ремешка. Просто вот эту кнопку нажимаешь, ремешок меняется. Поэтому, кстати, сторонний вы не поставите. Вот. Но при этом это очень быстро, удобно, буквально несколько секунд и все. И застежка здесь такая очень элегантная, минималистичная, я бы сказал, но удобная в приноске, потому что она совершенно никакого места не занимает. Ну а мы с вами попробуем сейчас вот этот прекрасный, тонкий, очень качественный ремешок из аллигатора, да, сделано в Португалии, и посмотрим, как часы преобразятся или нет. Слушайте, да, ну совсем по-другому воспринимается. Вот это уже больше в люкс идет, и здесь сочетание зеленый плюс зеленый, конечно, совсем добавляет такой яркости, радости, если хотите, шика этим часам. И уже это, я бы сказал, такие не пилотские, ну а такие вот немножко даже показушные, что ли, часы. Но классно, да, на блестящем крокодиле тоже очень интересно. Я думаю, именно как раз такой больше по-восточному может быть. Мне, конечно, в базе нравится больше каучуковый ремешок. Мне кажется, он по духу, по стилистике лучше сочетается. Но здесь сколько людей, столько, наверное, будет и мнений. Напишите, какая версия вам нравится больше. Ну, давайте чуть более детально рассмотрим корпус. Вот эти красивые обводы. Заводную головку. Ну и, естественно, циферблат. Из-за того, что стекло сильно изогнутое, много чего отражается, но в реальной жизни такого все-таки не будет. Что скажу по итогам? Редкая, необычная модель для коллекционеров, либо для покупателей из арабских стран. И при этом у модели есть богатое историческое наследие. Плюс мануфактура. Так что, как мне кажется, здесь со всех сторон эта модель весьма и весьма интересна. Но, наверное, не как первые, не вторые, не третьи часы в вашей коллекции. Лично мое мнение. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.